Привет, друзья, с вами Михалыч, а из этого видео вы узнаете все о устройстве арматурного каркаса. Какое сечение правильно выбрать, какие промежутки ставить между хомутами, какой должен быть защитный слой, какую использовать проволоку, как правильно заводить углы и много чего другого. А если вас интересуют другие видео по стройке, то заходите ко мне на канал, подписывайтесь, там уже есть интересные видосы, а также будет еще много всего полезного и информативного, поэтому не забудьте подписаться. Ну и погнали по порядку. В первую очередь давайте разберемся, какую арматуру выбрать для армировки фундамента. Совсем забыл упомянуть, речь будет идти о заглубленном ленточном фундаменте, так как он является той самой золотой серединкой между стоимостью и долговечностью. Он дешевле, чем шведская плита, но при этом намного крепче и долговечней, чем незаглубленный ленточный фундамент, либо свайно-росферковый. Если вас поподробнее интересует эта тема, то напишите в комментариях. В отдельном видео все подробно разложу по полочкам и расскажу, что к чему. Так вот, универсальное сечение для горизонтальной арматуры, она же является рабочей, потому что фундамент под воздействием морозного пучения будет подниматься вверх-вниз. Поэтому в фундаменте работает только горизонтальная арматура. Используется сечение 12 мм. Что касается хомутов, которые используются для удержания той самой рабочей горизонтальной арматуры. Ее оптимальное сечение 8 мм. Можно использовать меньше, например, проволоку-катанку 6 мм, но с ней тяжелее работать, потому что она продается в мотках. Перед тем, как ее гнуть в хомуты, ее придется выровнять. А также для заглубленного фундамента, глубина которого как минимум 1–1,10 м, арматура диаметром 6 мм будет очень слаба и будет прогинаться от веса самой арматуры. Таким образом, горизонтальная рабочая арматура будет идти волнами, что не допускается для фундамента. Поэтому запомнили, оптимальное сочетание для газоблочных, одноэтажных, двухэтажных домов, а также и для кирпичных домов – это горизонтальная арматура с сечением 12 мм, а для хомутов 8 мм. Теперь что касается расстояния между хомутами. В интернете много чего написано, все рассказывают какие-то свои размеры, не понимая сути самих хомутов, а именно их работы. А я уже только что упоминал, для чего они нужны. Чтобы горизонтальная арматура была ровной и такой же оставалась в момент заливки фундамента. Значит, хомуты должны обеспечить надлежащую жесткость, и размещая их на далеком расстоянии друг от друга, мы получаем между ними провисание рабочей арматуры. Зная это, вы сами сможете для себя рассчитать точную дистанцию. А сделать это просто, когда вы поставите арматуру на хомуты и удаляя хомут друг от друга шагом в 5 см, вы заметите, на каком именно расстоянии рабочая арматура начинает провисать. Значит, оптимальное расстояние между хомутами на 10 см меньше того расстояния, в котором пошло провисание. В среднем для 12 арматуры это 50–60 см. Что касается защитного слоя арматуры, что это такое и для чего это нужно? Если арматура не будет защищена достаточным слоем бетона, это может привести к ее коррозии, а со временем это приведет к разрушению бетона вокруг арматуры, и уже арматурный каркас не будет жестким и не будет выполнять свою функцию. А в принципе, знаете ли вы, зачем нужен арматурный каркас в бетоне? Напишите об этом в комментариях. Я же вам, конечно, сейчас расскажу. Простыми словами, он нужен для того, чтобы придать фундаменту жесткости и упругости, так как сам по себе бетон, какой бы марки он ни был, без арматурного каркаса он хрупкий. Так как если будут в каком-то углу либо на какой-то части стены проседания грунта, либо под воздействием морозного пучения его будет выдавливать вверх, то не имея арматурного каркаса, одну часть фундамента поднимет, а другая часть останется в бетоне. И даже при небольших выдавливаниях либо же проседаниях в 3–5 мм это приведет к тому, что лопнет фундамент и лопнет вся стена, и строение будет аварийным. Арматура же в этой ситуации будет выступать демпфером и удержит целостность фундамента и всей постройки. Так вот, по снипам минимальный защитный слой для арматуры сверху и по бокам должен составлять не менее 3 см бетона, а снизу не менее 7 см. Также и очень заглублять вовнутрь арматуру не следует, потому что больше всего нагрузка, а именно давление, приходится на верхнюю часть фундамента, на боковые части, торчащие из земли, а также на низ фундамента. Поэтому максимально углублять арматуру в фундамент можно до 5 см, не более. Это что касается верхних и боковых стенок. Теперь чем же вязать арматурный каркас? Для этого применяется специальная вязальная проволока. Она бывает разных диаметров,
Но для арматуры 12 мм оптимальной будет проволока толщиной 1,2 мм. Она достаточно мягкая, чтобы с ней удобно было работать, и достаточно крепкая, чтобы выдержать данную арматуру. Также некоторые самостройщики используют для вязки арматуры обычные пластиковые стяжки. На первый взгляд может показаться, что это достаточно быстро, но когда заливаете фундамент под большой дом либо большую конструкцию, то это в первую очередь очень дорого, так как стяжек потребуется очень много. Ну а во-вторых, не так уж и быстро. Теперь что касается заведения и соединения углов, это очень важный момент, а также соединения арматуры между собой. Так как арматура продается кусками 12,6 метров, то в любом случае ее придется в каких-то местах связывать, и нужно сделать это правильно. Во-первых, давайте поговорим о углах. Правильно заводить углы с изгибом, как это вы видите у меня. И делается это следующим образом. И вот обратите внимание, собственно, как она вяжется. Мы берем сначала левую арматуру дальнюю, она приходит на ближний угол, сразу поворачивают. И нахлест я делал 1 метр. А ближняя арматура, которая внутренняя, она приходит на дальний угол. Таким образом у нас получается перекрестие, которое связывается проволокой и делает более жесткий каркас. Ну а арматура, которая приходит с правой стороны, она наоборот, со внутренней стенки уходит на дальнюю стенку, а та арматура, которая идет с правой стороны по дальней стенке, приходит на внутреннюю часть. Таким образом, мы получаем крепкое соединение углов без разрывов. Соединение выполняется на каждую из стен длиною в 1 метр. И так как ширина моего фундамента 50 сантиметров, то, как можете видеть, по верху, по центру я прокинул еще одну дополнительную арматуру по центру для придания большей жесткости и крепости верхней части фундамента. Также, что касается усиления арматурного каркаса, если глубина вашего фундамента превышает 60 сантиметров, то нужно еще между нижним рядом горизонтальных арматур и верхним пробрасывать по центру еще один дополнительный ряд для усиления жесткости. Заглублен в землю мой фундамент на глубину 1,20 м. Плюс еще я давал 30 сантиметров на цоколь. Итого общая глубина моего фундамента получилась 1,50 м. Поэтому на глубине 70 сантиметров я прокидывал еще один ряд горизонтальной рабочей арматуры диаметром 12 мм. Теперь что касается соединения арматуры. По снипам минимальное расстояние для нахлестов арматуры друг на друга составляет 40 диаметров. Соответственно, если ваша арматура 12 мм, умножаем на 40, получаем 48 сантиметров. Но для лучшей жесткости и крепости своего фундамента я делал нахлесты в 1 метр. И данное соединение арматуры я скручивал в 3 местах вязальной проволокой. Можно и чаще связать, хуже точно не будет, но не реже. А также обратите внимание, для того чтобы соединение арматуры было максимально жестким, нужно соединяющие арматуры заводить друг под друга, а не скручивать их сбоку. Таким образом, место соединения арматуры будет в разы жестче, чем сама арматура, потому что здесь она будет получаться в 2 слоя. Ну и в конце, что касается легкости и удобства сборки самого каркаса. Как я уже ранее упоминал, что арматура продается 12,6 метров длиной, но в основном, если вам доставлять будут газелями, либо короткими машинами, не фурами, то вам привезут ее 6-метровую. Крутить все в опалубке очень тяжело, а если скрутить каркас рядом с опалубкой, а затем его погрузить вовнутрь, например, как в моем случае, когда фундамент заглубленный, это не представляется возможным, потому что вес арматуры будет очень тяжелый. Я делал следующим образом. Брал бруски, укладывал их на опалубку на расстоянии где-то около 1,5 метра друг от друга. Затем брал горизонтальную арматуру и укладывал ее сверху этих брусков. Затем просчитывал, сколько на такую длину мне нужно хомутов. Как я и говорил, выставлял я их через 60 сантиметров. Брал нужное количество и одевал их поверх арматуры. Раздвигал на нужное расстояние, затем по максимуму раздвигал горизонтальную арматуру друг от друга, чтобы она плотно прикасалась ко всем хомутам. Как видите, каркас арматуры уже набросан. Теперь осталось его просто связать вязальной проволокой. Как это правильно делать, я уже выкладывал подробное видео у себя на канале. Зайдите и посмотрите. А также показывал, как без арматурогиба нагнуть такие ровные и точные хомуты. Также ссылку на эти видео добавлю в подсказке в правом верхнем углу. Затем, после обвязки верхней части каркаса арматуры,
я опускал две горизонтальные 6-метровые арматурины вниз и укладывал их уже на висящие хомуты, выставленные на нужном расстоянии. Дальше было немножко сложнее. Залазил вовнутрь опалубки и скручивал нижнюю часть каркаса внутри. Но благо ширина опалубки у меня 50 сантиметров, поэтому было тесно, но не критично. Затем весь скрученный каркас нужно было соединить с предыдущим скрученным каркасом. Здесь нужно было сделать все достаточно правильно. Завести на метр друг на друга арматуру, а также все это соединить дополнительным хомутом. И только затем я связывал арматуру между собой. Так она получается уже в одной плоскости и нет никаких изгибов. Ну а затем, как весь каркас был скручен, оставалось дело за малым. Спуститься снова в опалубку, пролезть между арматурным каркасом и вниз под хомуты положить проставки, чтобы нижняя часть арматуры, как я уже и говорил, была в защитном слое бетона, как минимум 7 сантиметров. И чтобы сверху она была защищена бетоном 3-4 сантиметра, а также и по бокам. Для этого используются специальные проставочные звезды, которые продаются в любом строительном магазине и подходят для различных диаметров арматуры. Это нужно для того, чтобы в каком-нибудь месте арматура не облокотилась плотно об опалубку и после разборки опалубки не торчала наружу. Вот собственно и все. Каркас готов. Фундамент можно заливать. А остальные видео о заливке фундамента, о утеплении фундамента, о том, как правильно выставить такую опалубку вместе с цоколем, все это вы сможете найти у меня на канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Будет много чего интересного. У кого остались вопросы, задавайте их в комментариях. У меня же на этом все. До встречи в новых видео. Пока!